Самый главный признак пытки – это то, что она совершается либо агентами государства, либо по их поручительству, либо по их допущению. Это единственное базовое право, которое нельзя ограничить никогда. Право на жизнь не так защищено, как право на свободу от пыток. Случайно убить ты можешь, а случайно пытать ты не можешь. Ты же можешь не пытать. Можешь не пытать. Но если ты пытаешь, ты стоишь на стороне тех, у кого сила, и ты защищен. Это правда, что тебя выдвигали на Нобелевскую премию? Да. Возможно, чтобы спасти одного человека, можно убить другого. Чтобы освободить одного человека, можно пытать другого. Вопрос в том, что происходит потом. Потом ты должен быть наказан. Если ты никогда не интересовался правами человека, если ты никогда не поддерживал никакую правозащитную организацию, у тебя нет никакой гарантии, что в твоем регионе будут правозащитники тогда, когда тебе понадобится помощь. Жестоко. Я считаю, что это абсолютно ответственность того поколения людей, которым в начале 2000-х было там вот от 18 до 25. Это мы это сделали. Сначала было возможным похищать людей на территории Чеченской Республики. Потом стало возможным похищать и убивать правозащитников, которые помогают похищенным людям на территории Чеченской Республики. Сажать правозащитников, подкидывая им наркотики, потому что они помогают людям. Потом стало возможным похищать их из соседних регионов. А потом это стало возможно везде. Несправедливость, которая свершилась где-либо, это угроза справедливости везде. Я не буду рыдать, потому что происходят страшные вещи. Потому что я уверена в том, что я делаю. Я уверена, что любые времена заканчиваются, наступают новые. Так, зачем вам здесь груша? Вы бьете ее, она такая тяжелая? Снимать стресс. Вот это вот все, это тоже история России? Да все, что происходит в России, это история России. Когда это все будет обнародовано, опубликовано и станет предметом изучения? В учебниках истории, не знаю, может быть, когда-нибудь и будет опубликовано. Мы же открываем архивы, которым сейчас там 50, 70, 100 лет. Да, может быть, это найдет выход на широкую публику через 100 лет. У меня нет цели обязательно до этого дожить. Я буду, конечно, стараться, и будет хорошо, если это произойдет, но это не самоцель. То есть я верю, что все равно то, что лучше, оно побеждает. Конечно, когда тебя побили в отделении полиции, тебе очень странно слышать, что уровень насилия в мире снижается, да, когда ты в гипсе лежишь. Но в целом все равно весь мир движется по пути гуманизма. Есть перекосы, есть всплески насилия в странах, есть вооруженные конфликты и войны. Это все есть. Но все равно мир, он двигается в сторону гуманизации. Медленно, медленнее, чем хотелось бы, с препятствиями. Но если бы он не двигался, то и нас бы не было, потому что мы те, кто его двигает. Мы, когда шли сюда, как раз размышляли о том, что неплохо было бы сделать в Нижнем Новгороде все-таки столицу. Большая, главная русская река. 2. Кремль. Ну, Кремль есть много где, река много где есть. У нас столица лучше пускай будет, я не знаю, интеллектуальная, столица, не знаю, свободы, изменений каких-то. У нас же здесь началось это сопротивление. Пускай у нас будет столица сопротивления. А вот это вот место, где наше сопротивление началось против пыток. Это бывший доходный дом купца Перевозчикова, по-моему. И он, когда умирал, он его завещал и велел использовать для благотворительных целей. И здесь была ночлежка для бедняков и место пристанища в дневное время. Управлял, значит, этой ночлежкой Максим Горький. И, собственно говоря, здесь он собрал свои истории для своего произведения «На дне». Потому что вот оно дно, собственно говоря. И потом здесь открылась чайная, где было запрещено продавать алкоголь. Ну, конечно, долго она не просуществовала. А как здесь открылся комитет против пыток? Случайно. Мы здесь сидели на 3-м этаже. У нас было 2 маленькие прокуренные грязные комнаты.
Кто их снял, я не представляю. Ну, наверное, наш первый председатель Игорь. И когда я пришла, меня это все, в общем, поразило. Я пришла, подумала, господи, какой кошмар. И остались. И да. А почему вы остались? Не знаю, я училась, то есть я пошла по призванию учиться на юрфак. У нас был первый выпуск, который изучал международное право и право Европейского суда. И я просто прошла конкурс, попала, значит, в эту группу. У меня был очень потрясающий, был гениальный преподаватель. И когда я писала дипломную работу, мне нравилось все. Мне нравились все права человека. Мне еще нравилось, что все, что происходит. Я говорю, про что же мне написать? Мне все так нравится, что же мне выбрать? И он говорит, напиши про самое главное. Ну, а самое главное – это вот свобода от пыток. Это единственное базовое право, которое нельзя ограничить никогда. Право на жизнь не так защищено, как право на свободу от пыток. Потому что случайно убить ты можешь, а случайно пытать ты не можешь. Поэтому это нельзя никогда. Пытка – это только специальное, то есть это целенаправленное действие. Его можно только специально сделать. То есть убить случайно, при задержании, преступника, ты можешь сделать ошибку. Ты не можешь сделать ошибку, пытая. Если ты пытаешь, ты принимаешь для себя решение. Я пытаю. Есть ли четкое определение того, что такое пытки на самом деле? Конечно. Есть Конвенция ООН 1984 года, Конвенция ООН против пыток и других видов жестокого бесчеловечного обращения и наказания. У пытки есть несколько признаков, чтобы сказать, что это пытка. Потому что пытка – это очень расхожее слово. Да? Сосед пытает меня музыкой, потому что он включил ее в 2 ночи. Это пытка, потому что там еще что-то происходит. Нет. Во-первых, самый главный признак пытки – это то, что она совершается либо агентами государства, либо по их поручительству, либо по их допущению. Всегда, когда мы говорим про права человека, это взаимоотношения человека и государства как обеспечителя соблюдения прав человека. То есть физическое лицо частное не может нарушить права человека другого частного лица. Он может преступление совершить. Это уже совершенно другая история. Права человека может нарушить только государство, либо государство должно нести за это ответственность, когда оно подстрекало к совершению чего-то, какое-то частное лицо. Но это все равно ответственность на государстве лежит. Возвращаемся к пыткам. То есть это действие, которое вызывает либо физическая, либо психическая боль или страдание, которое либо совершено агентом государства, либо совершено при его попустительстве или по его поручению, и имеет под собой определенную цель. Либо получить информацию, либо заставить что-то сделать, либо получить признание в чем-то, либо информацию о третьих лицах. То есть пытка, она всегда целенаправлена. У нее есть определенная цель. Со временем, правда, стандарты меняются, и сейчас уже Европейский суд иногда признает пыткой обращение, которое уже достигло серьезного уровня жестокости, при этом цель не всегда получается сформулировать. Но, как показывает практика, если в каждом деле разбираться подробно, цель, она все равно есть. То есть чистого садизма его бывает очень мало. Это всегда обычно цель. Какая, как правило, цель бывает? Очень много разных целей. Если мы говорим про российскую действительность, это чаще всего заставить сознаться в преступлении, которое ты совершал или не совершал, вообще совершенно без разницы. Либо получить какую-то информацию о третьих лицах. Иногда цель – это унизить, иногда цель – это подчинить. Цель унизить – это же и есть садизм. Цель подчинить – это же и есть просто садизм. У этого не может быть никакой такой цели практической. А у пытки никогда нет практической цели, на самом деле. Получить признание? Получить признание, чтобы что? Получить признание в преступлении, которое человек не совершал, чтобы закрыть что? дело. Чтобы, поставить себе палку, да. Вот такая вот цель, которая слабо бьется с адекватной реальностью. Но, как правило, пытка преследует определенную цель, да. Кайдзен – одно из ключевых понятий в японской бизнес-культуре. Оно переводится как улучшение. Бизнес-философия кайдзен заключается в том, чтобы постоянно совершенствовать процессы внутри компании. Именно практика кайдзен, внедренная в середине 20 века, помогла компании Toyota стать крупнейшим автопроизводителем в мире. Чтобы избежать перепроизводства и связанных с ним финансовых потерь, а также раз и навсегда навести порядок на рабочих местах на заводах, в Toyota придумали принцип точно в срок. Это значит, что нужные детали в нужном количестве всегда должны быть в нужном месте. И со временем для решения таких проблем стали нанимать отдельных специалистов, тех, кто может выявить проблему,
придумать способы ее решения и донести это до руководства. А еще, что даже один единственный дефект на линии – это проблема всей компании. И если такая проблема обнаруживается, то останавливается все производство. Система «Точно в срок» быстро стала легендарной. Компании по всему миру захотели наладить рабочие процессы так, как это сделала Toyota. Пожалуй, таких специалистов можно назвать предшественниками современных продакт и проджект-менеджеров. Продакт-менеджер – это тот, кто понимает, что нужно сделать для того, чтобы продукт или услуга были по-настоящему классными, а еще понимает, кто, когда и как сможет это реализовать. Ну а проджект – это тот, кто следит за тем, чтобы все участники проекта выполнили свою работу в срок и согласно заданию. Обе профессии сейчас невероятно востребованы в самых разных сферах. И про обе можно узнать на бесплатном курсе образовательной платформы «Нетология». На курсе «Как стать продакт или проджект-менеджером» расскажут, на чем и в каких компаниях специализируются продакты и проджекты, какие конкретные задачи они решают и как можно развиваться в обеих профессиях. Курс могут пройти все желающие, и те, кто мечтает освоить новую специальность с нуля, и те, кто хочет расширить свои компетенции и зарабатывать больше. Кроме того, учиться можно когда угодно. Курс состоит из вебинара и видеолекций, которые всегда будут доступны в вашем личном кабинете. В итоге вы разберетесь в разных этапах работы над продуктом и поймете, подходит ли это вам и что делать дальше. Переходим по ссылке в описании и регистрируемся на бесплатный курс нетологии «Как стать продакт и проджект-менеджером». А по промокоду Гордеева получаем скидку 45% на платные курсы нетологии. Смотрите, мы много знаем там про историю сталинского ГУЛАГа и сталинских времен. И мы много знаем про то, что никаких инструкций у конвоиров на предмет пыток не было. У следователей были, да, потому что следователи должны были добиваться показаний. А у конвоиров, которые сопровождали заключенных, допустим, на пароходах в Находку, в Ухту, в Колыму там, и так далее, и они пытали заключенных, они открывали загородки трюма, чтобы мужчины могли нападать на женщин, насиловать их до смерти, потом выбрасывали трупы. Это есть в воспоминаниях, это подтверждено свидетельствами. Да. Что это? Это природная жестокость. Это невозможность справиться с великим званием конвоира. Почему советский человек, оказывается, так склонен к пыткам? Не советский человек, это любой человек склонен. Любой человек склонен к разному. И это не врожденная тяга к насилию. Это условия, в которых человеку сделать другой выбор иногда бывает сложно или невозможно. Ты же можешь не пытать. Можешь не пытать. Но если ты пытаешь, ты стоишь на стороне тех, у кого сила, и ты защищен. А если ты не пытаешь, ты ставишь себя на позицию жертвы, потенциальной. Это психологический момент? Это психологический момент. Если, ну вот вы читали, наверное, 100% Голдинга, да, «Повелитель мух». Вот этот процесс, он описан элементарно. Его можно увидеть в фильме «Красная кнопка», его можно посмотреть в Стэнфордском эксперименте. Вот это расчеловечивание жертвы вместе со страхом оказаться вместе с жертвой, а не вместе с тем, на чьей стороне сила, она приводит к этому. То есть это всегда расчеловечивание того, к кому ты применяешь насилие. И это плюс ко всему отсутствие уважения к самому себе. На самом деле, когда мы говорим о каких-то там правах человека, о нарушениях прав человека, о пытках, мы всегда говорим про жертву. Жертва страдает, к ней применили насилие, ее жизнь сломана, разрушена. Но пытка такая вещь, которая разрушает того, кто пытает. Иногда гораздо сильнее, чем жертву. Потому что ты, применяя пытки и допуская насилие, ты не ставишь вот эту вот границу, на самом деле, между собой и тем, кого ты пытаешь. Подтвердите или опровергните мою теорию
о том, что столетнее существование Советского Союза, ну, мы же сейчас все время объявляем о преемственности, там, НКВД, КГБ, ФСБ и так далее. Эти люди считают себя не родственниками, разумеется, но последователями друг друга. Это значит, что люди, которые пытали, из поколения в поколение, они друг друга воспроизводят. И получается, что в конце этой цепочки должен быть какой-то такой специальный человек, пытающий. Отцы, которого пытали, да, дедушки, которого пытали. Получается такая селекция, в общем, тех, кто пытает еще лучше. Это преемственность, которая воспитывается в системе. Одно время, лет, наверное, 10 назад, я преподавала в Академии МВД на курсах повышения квалификации для действующих сотрудников полиции. У меня был 9-месячный курс по правам человека. И мы сумели провести исследование, когда мы опрашивали студентов первого курса Академии МВД и студентов пятого курса. Если вот вам нужно получить из человека информацию, а у вас что-то не складывается, не получается, вот как вы считаете, можно к нему применять незаконные методы воздействия, пытки или нельзя? На первом курсе 18% ответило, что можно. А когда этот вопрос задаешь на пятом курсе, то отвечают «да» больше половины. Это не в семье их воспитали. Они пришли туда 18-летними взрослыми людьми. Вот этот вот большой процент, он был воспитан вот этой вот системой высшего образования для людей, которые готовят кадры. И то, как люди, которые работают в следствии, в судах, в полиции, говорят про лиц, в отношении которых ведется, допустим, следствие и дознание, подозреваемые, обвиняемые, они их как всех называют? Они их не называют обвиняемые, там, они их не называют подозреваемые. Они для них, для всех жулики. Это такое общее... То есть это не обязательно, что человек что-то украл. Он может иметь отношение к любому преступлению. Там, не знаю, изнасилование, мошенничество, уклонение от уплаты налогов. Они все жулики. То есть вот это вот такое унизительное название, да, вот они все жулики, а мы вот белая кость расследуем. Если я не ошибаюсь, то гораздо более жесткая постановка вопросов вот в том тестовом задании, о котором вы говорите, она такая, что перед вами сидит педофил. Ticking bomb case. Да, и мы знаем, что он где-то держит жертву, Да. но он не сознается. Можем ли мы его пытать? Вот так, да, звучит более жесткая формулировка? Есть две формулировки. Ticking bomb case, то есть это вот пытки в условиях необходимости. Это либо педофил, значит, где-то держит жертву, и она сейчас без воды, еды там и всего умрет. И вот если мы сейчас, значит, из него там клещами железными не вытащим информацию, то, значит, она умрет. Вот у вас на кону, вот это вот. Другой вариант – это когда в торговом центре, где сейчас пришло 3000 человек за покупками и смотреть кино, заложена бомба, она взорвется через 1,5 часа. Мы точно знаем, что вот этот вот чувак, значит, заложил бомбу, только мы не знаем где. Вопрос вообще, а как так реально? То есть вы знаете, что заложил, но не знаете где? Ну, фантастика, в принципе, уже. То есть это вымышленная история. И нам надо, ну, тем не менее, из него вот эту информацию получить. Значит, вопрос номер раз. Реальных таких дел история не знает. История не знает такого дела, когда где-то была заложена бомба, в этом власти были точно уверены, и вот этот человек точно знал, где она заложена, и пытками удалось выяснить, где же она заложена, и спасти людей. Нету ни одного такого примера. Вот если хотя бы один будет, чтобы можно было спасти чью-то жизнь, ну вот тогда хотя бы можно о чем-то поговорить. Ну, если произошло, можно пытать или нет? Можно совершать любое преступление. Только будь добр нести за него ответственность. У тебя есть педофил, он спрятал ребенка, ребенок погибает, и есть следователь, который так херово сработал, что он до сих пор ничего не знает. То есть это же вопрос не в том, что вот это произошло где-то в вакууме, вдруг откуда-то, значит, материализовался педофил, подготовился, втерся в доверие к ребенку, украл его в нашей, значит, современной реальности, напичканной камерами, и все точно знают, что он умирает, но никто не знает, где. Фантастическая история, да? Ладно, допустим. И у нас есть следователь, который точно знает, что он украл, точно знает кого, точно знает когда, точно знает, что тот умрет, точно знает от чего, неизвестно только где. И что-то ему надо сделать. Ну, он может совершить преступление. Просто ответственность за него должна быть неотвратима. Он должен сделать для себя выбор, совершает он преступление или нет. Вне зависимости от цели
– это преступление. И, возможно, чтобы спасти одного человека, можно убить другого. Чтобы освободить одного человека, можно пытать другого. Но суть не в том, что чего-то в этой жизни делать нельзя. Физически ты можешь сделать все. Вопрос в том, что происходит потом. Потом ты должен быть наказан, потому что ты пытал человека. Вот и все. Меняется ли что-то в обществе, которое толерантно к насилию, вот из поколения в поколение? Оно, естественно, влияет. Но я на это смотрю как бы через другую призму, ну, то есть как человек, который работает с пытками, не в принципе с насилием вообще. Мы же не работаем с насилием в семье. Мы практически никогда не работали с дедовщиной в армии, потому что этим занимается комитет солдатских матерей. Мы не работаем со всеми формами насилия, это невозможно. Мы работаем вот с одной конкретной проблемой. Но я могу сказать, что пытки и дела о пытках – это лакмусовая бумажка для вообще всей системы верховенства права в государстве. То есть вот если с пытками есть проблема, все остальное в государстве не работает. Потому что если не защищено твое базовое право, никакие другие менее важные права, они уже не гарантированы. Когда, допустим, какие-то инвесторы приходят в Россию и им говорят: чуваки, а чего вы вкладываете деньги в страну, как бы, в которой пытают там каждого 10-го, условно говоря? Они говорят: ну, знаете, тут вот они пытают, это в полиции, а мы вот люди с большими деньгами, инвесторы, мы пришли, если что, есть отдельный гражданский кодекс, гражданское производство, мы там свои интересы сможем отстоять. Нет. Если даже базовое право никто в государстве вам не гарантировал, никакое другое ваше материальное право, оно вам тоже уже не гарантировано. Надо сразу понимать. То есть пытки – это та призма и та лакмусовая бумажка, которая показывает, что все. Вот если этой гарантии нет, никакой гарантии больше нет. Почему все общественные организации, так или иначе связанные с борьбой с насилием, сейчас в России оказались, как будто бы неугодные? Они признаны и иностранными агентами, и даже экстремистскими организациями. Опять же, неправильно так говорить. Если бы это только такие организации были признаны иностранными агентами и неудобными обществом, это одно. Там же экологи, там же люди, которые защищают права народов Крайнего Севера. Весь тот пласт гражданского общества, который хоть кого-то от чего-то защищает, они все признаны неугодными. То есть нету такого, что вот эта тема нам не нравится, мы вот их признаем там иностранными агентами, а вот эта тема вроде ничего, ладно, пускай живут. Нет, теперь такой темы нет. Все люди, которые работают с гражданскими правами, все организации, которые работают с правами человека, либо уже признаны иностранными агентами, либо стоят следующими в очереди. Вот завтра пятница будет, или там когда послезавтра. Вот мы узнаем, там, не знаю, какие-то новости, наверное. Поэтому нельзя сказать, что вот именно эти организации неугодны. Никакие организации, которые работают ради того, чтобы заставить государство уважать права своих граждан, исполнять свои обязанности по уважению прав человека, они не угодны. Но мне кажется, что наша судьба, она менее плачевна, чем судьба других организаций, потому что мы имеем гораздо больше общественной поддержки, чем многие другие организации, которые занимаются теми правами или теми проблемами, которые обществу еще нужно объяснять. У нас никто не любит полицейских. И не надо им объяснять, как бы обществу, да, почему мы их не любим. То есть у нас в обществе, несмотря на высокую толерантность к насилию, очень развита нелюбовь к людям, которые работают в тюремной системе, и к милиции. Вот ты спроси человека: ты любишь полицейских? Никто, кроме полицейских, и то, мне кажется, они сами себя тоже не очень любят, если честно, никто не выразит. То есть у нас... это же трагедия. Ну, конечно, это трагедия. Мы тут не веселиться собрались. Да, просто по идее, человек, который видит полицейского, он видит в нем защиту. Да, в России любой человек, который видит полицейского, сторону. Он думает: господи, куда бы мне сейчас деться? Да, переходит. Да, у большинства людей, которые видят полицейского на улице, есть желание перейти на противоположную сторону улицы, хотя они знают, что они ничего не сделали и ни в чем не виноваты. И кто это может исправить? Ну, это должны исправлять все мы. Ты это можешь исправить, потому что ты об этом говоришь. Мы это можем исправить, потому что мы же не боремся с полицией.
И мы не боремся с силовиками, мы помогаем им стать лучше. И все должны с этим справляться, с этим должно справляться общество. Но в любом случае, если в этом не будет заинтересована власть, это не увенчается успехом. Это не та проблема, которую можно решить какими-то местечковыми методами. Но власть, кажется, устраивает такая полиция, которая существует, и вообще такая силовая система, которая существует. Кажется, да. Шах и мат. Да нет, история, она же развивается. То есть мы живем, конечно, сегодня и сейчас, но если смотреть на какой-то исторический период, мы на самом деле живем в очень коротком историческом отрезке. Мы еще не вышли из Советского Союза, у нас никакое советское прошлое не закончилось. Мы не живем ни в каком другом государстве, отличающемся от Советского Союза. Мы продолжаем в нем жить. Мы никуда не вышли, никуда не возвращаемся. Мы продолжаем жить в Советском Союзе, и, конечно, я надеюсь, что постепенно, когда-нибудь, значит, там в этой стране что-то изменится, и будут прилагать к этому максимум собственных усилий. Но у меня нет никаких иллюзий, при этом у меня нет никакого трагизма. Вот оно так есть. Вот мы делаем то, что мы можем делать. Вот ты делаешь то, что ты можешь делать. Вот я делаю то, что я могу делать. Я не буду рыдать, потому что не все получается. Или я не буду рыдать, потому что происходят страшные вещи. Потому что я уверена в том, что я делаю. И я уверена, что любые времена заканчиваются, наступают новые. Это самое красивое здание в моем родном Ростове-на-Дону. И его историю у нас знает каждый. Очень важный для Ростова человек, купец и меценат Николай Парамонов. Он, кстати, на свои деньги издавал книги Владимира Короленко и Леонида Андреева. Однажды побывал в Венеции и решил построить для своей любимой жены Анны Игнатьевны в Ростове настоящее венецианское палаццо. И построил. Увы, сразу после революции в 1918-м особняк у Парамоновых отобрали, и сами они вынуждены были уехать за границу. Слава богу, невероятной, особенно для Ростова, красоты здания большевикам не пришло в голову разрушить, и оно стало Ростовской университетской библиотекой. И все эти колонны, портики, балюстрады, огромный светлый атриум и роскошная парадная лестница достались студентам и преподавателям нашего университета. Кстати, парадная лестница палаццо выходила не на улицу Пушкинскую, как по идее должно было бы быть, а во внутренний дворик. Не знаю, почему так Парамонов устроил. Мои лучшие воспоминания юности связаны именно с этой библиотекой. Ты сидишь на подоконнике раскрытого окна с книгой. Вдалеке шумит город и живут своей обычной жизнью люди. Тебе в плечо светит жаркое южное солнце, а ты, книга, уже не здесь, а где-то там, далеко, может быть, даже в Венеции. Я уже давно уехала за 1000 километров от моей любимой библиотеки, но мои книги всегда со мной, прямо здесь, в телефоне, потому что у меня есть Литрес, приложение для чтения и прослушивания аудиокниг с крупнейшим в России и СНГ каталогом. А с недавних пор Литрес запустил новый формат – подписку. Она работает как подписка на музыку или фильмы. Можно читать и слушать без ограничений произведения из огромного каталога. 200 тысяч аудиокниг, их электронных версий, подкасты и лекции. Интернет, кстати, для этого не нужен. Все сохраняется в приложении. А еще пользователям подписки доступна функция синхронизации. Внутри одной книги можно переключать текстовый формат в аудио и обратно. Чтение или прослушивание продолжится ровно с того места, где вы остановились. Очень удобно, когда много ездишь за рулем. У меня в Литрес читает и слушает вся семья. Там есть и классика, которую перечитываю я и впервые читают дети, и современная литература, которая со временем тоже станет классикой. Если и вы хотите попробовать, то по промокоду Гордеева50 первый месяц подписки будет со скидкой 50%, то есть всего за 199 рублей. Переходим по ссылке в описании или сканируем этот QR-код и оформляем подписку, чтобы читать и слушать книги без ограничений. Если я говорю «родина», это здесь.
Да, я родилась в Нижнем Новгороде. А родители? И нет, мама родилась в Харькове, но у папа вообще из Польши. Ну, то есть у нас все очень рассеяно. У нас очень смешно получилось. Я помню, в прошлом году мы были в отпуске, и я решила сдать генетический тест, чтобы узнать, из чего я состою. И мы идем с моей подругой, я ей рассказываю, что у меня, значит, вот самый большой процент оказался латышей и чехов, и там еще кого-то. Моя дочь идет рядом, плохо слышит. Потом, значит, как-то переиначивает это все, и теперь она всем рассказывает, что я состою из ландышей Антона Павловича Чехова. В общем, но родина у меня здесь, да. А из чего вы состоите, вот если так разбирать вас на части? Из радости. Из радости? Да. Нижний Новгород – это про радость? Да, про радость, про красоту, про свободу, и про все. Я не могу сказать, что я очень привязана к месту. Я очень легко переношу перемену мест. У меня нету ностальгии, хотя я жила там в других местах какое-то время. Но Нижний – это вот прямо какое-то для меня идеальное место. Ну, конечно, мы стоим тоже в пробках, на мостах, но он красивый, он удобный в первую очередь. Но здесь я себя чувствую абсолютно на своем месте и комфортно. Любите свой Нижний? Да, очень. Вот мне не хотелось бы жить в другом городе. То есть мне нравится здесь все. Мне никогда не хотелось жить в большом городе. Но и в маленьком тоже не хотелось. То есть вот здесь меня устраивает абсолютно все. И то, как он выглядит, и то, где он расположен, и то, какая у этого города история, потому что это всегда там Нижний, это история освобождения, сопротивления, это история интеллигенции. Это место, где Сахаров провел в ссылке, несколько десятков лет. Сама история города тоже для меня важна, и я бы не хотела жить ни в каком другом месте. Меня давно приглашают работать в различные международные организации, но это не моя история, на самом деле. Я не могу работать в отрыве от земли, и несмотря на то, что здесь работать опаснее, страшнее и труднее, это то, где я хочу находиться. Потому что, можно, то есть поехать, можно же спокойно пойти работать вон, там, жить в Женеве, ходить вокруг озера, перекладывать бумажки. Можно было работать в Европейском суде. Есть огромное количество мест, где можно работать. И меня очень часто приглашают работать в международной организации. Но Маслоу говорил, он говорил, что если вы выбираете меньше, чем то, на что вы способны, вы будете глубоко несчастны до конца жизни. А я счастливый человек. Я на меньшее не соглашаюсь. Вы выросли в семье милиционера. Гаишника. Гаишника. У меня папа был начальником районного отдела ГАИ до 1989 года, до начала перестройки. Хлебная должность. Знаете, на ТНТ, помните, был сериал про честного гаишника? А это про вашего папу? Да, мы жили с моей мамой и с ее родителями, и папой в квартире родителей моей мамы. А как в этой ситуации, вообще маленькая девочка придумывает себе историю про то, что она станет прокурором? Я не придумывала себе эту историю, у меня просто было такое прозвище, потому что я все время ходила и в школе пыталась всех строить и добиться какой-то, справедливости, что, этот не прав, этот не прав, этот не прав, ты вообще дурак. И, огребала иногда, конечно. Но вы себя видели, следователем, адвокатом, прокурором? Да, я очень хотела стать следователем по особо важным делам. Я хотела расследовать самые страшные преступления. Но я точно помню, что с раннего детства я точно знала, чем я буду заниматься. Очень много людей, которые занимаются пытками, приходят в эту историю через личную травму. И я это прекрасно понимаю. Это абсолютно не моя история. Я никогда в жизни не сталкивалась с насилием. Я никогда в жизни не сталкивалась с абьюзом. И я пришла, наоборот, с другой стороны реки. Я пришла оттуда, где этого никогда не было, с ощущением, что этого никогда и быть-то не должно. И вы встречаетесь в этом прекрасном офисе с Каляпиным?
Да, я написала диплом по 3-й статье Европейской конвенции про пытки. Это самая первая научная работа по пыткам из России. Она до сих пор лежит в библиотеке Европейского суда как самое первое исследование. И когда ты пишешь вот эту вот научную работу, тебе нужен научный рецензент, то есть это твой преподаватель обычно из института, и нужен какой-то практик. То есть если ты юрист, и ты пишешь научный диплом, у тебя должен быть практический юрист, который в этой области работает, и он должен чего-то там тебе как-то помочь, отзыв написать. Единственное место, которое я знала, это Нижегородское общество прав человека. Я встретила там тогдашнего директора Нину Таганкину. Я говорю, вот у меня тут вот про пытки, диплом. Она, молодец, говорит, ну это тебе надо в КПП. Я КПП расшифровывала только как контрольно-пропускной пункт. И, в общем, пришла. И там было 2 таких темных комнаты. Прокуренные, да, бывшие ночлежки. В общем, там это выглядело отвратительно, правда. Там были старые компьютеры, там были постоянно курящие люди. В помещении, в котором не работала половина лампочек, они, значит, курили и стряхивали пепел в клавиатуру. И что-то там, значит, расследовали. У них были какие-то кипы каких-то документов, часть еще напечатана на печатной машинке. Я не могу себе объяснить, что меня вообще заставило туда прийти хотя бы на следующий день. Не могу. Но мне там прям все понравилось. Сначала я осталась волонтером, а потом я сказала, что я хочу работать, но так как там не было никаких вакансий, кроме травматолога, у меня первая запись в трудовой книжке «Травматолог». Когда я пришла в комитет, это был конец 5-го курса. А мой папа, после того, как он перестал работать в ГАИ, он занимался разным бизнесом, у него к тому моменту был колбасный завод. Когда я училась на 5-м курсе в середине, у него случился инсульт, он впал в кому. А я, в общем, единственная наследница. И я с 5 утра работала на колбасном заводе, а потом в 2 заканчивала, когда производственный цикл заканчивается. И из города Бор ехала сюда к 3 часам и до 10 вечера работала с пытками в комитете волонтером. А потом я поняла, что я больше не могу заниматься и тем, и этим. И, в общем, продала завод и стала заниматься пытками. А в пытках-то вам что-нибудь платили? Первая моя зарплата была $100. А завод сколько стоил? А завод стоил, порядка $200 000. Окей. Жалели вы об этом? Никогда, ни разу. Я вообще ни о чем в жизни не жалею. Незадолго до того, как я туда пришла, вот эти вот люди из той комнаты, Игорь Каляпин в том числе, сходили в Нижегородское СИЗО и собрали 100 заявлений людей, которые рассказывали, что их пытали. Они направились с этим делом в прокуратуру и сказали, вот у нас 100 объяснений от людей, которые подвергались пыткам. Они очень часто похожи друг с другом. И вообще, когда люди друг с другом не связанные описывают одни и те же события примерно одинаково, есть основания предполагать, что так оно и было. И была якобы проведена, значит, проверка вот по этому вопросу, и Нижегородская прокуратура сказала, пыток нет. То есть мы все проверили, это все фуфло, пыток нет. Поэтому никаких приговоров не было, никакие журналисты не писали про пытки, никто не знал, что у нас пытают. Никто не возбуждал никаких дел. То есть, на самом деле, в 2002 году никого это не интересовало, кроме 3 людей, которые сидели в ночлежке Сироткина. В 2022 году Комитет против пыток признан иностранным агентом, и формально это все закрыто. Несмотря на то, что комитет ликвидирован, несмотря на то, что он признан иностранным агентом, сейчас вы каждый день найдете что-то, кем-то написанное о пытках. Сейчас вы найдете за год несколько сотен приговоров за пытки. Сейчас, если вы подойдете к любому человеку на улице и скажете, как вы думаете, в полиции пытают в России или нет, скорее всего, он ответит вам «да». А если он ответит «нет», то можно его спросить следующее. Окей, в полиции не пытают, а как вы думаете, в полиции бьют? Да. То есть у людей еще нет понимания того, что бьют – это пытают. Побили, подумаешь, это же не пытка.
тебя же не на дыбу, там не четвертовали. Вот это тоже очень высокая толерантность к насилию. Она говорит о многом. Потому что когда ты говоришь, как ты думаешь, полиции пытают, иногда люди говорят, что нет, ой, я не верю, что такое будет. А как ты думаешь, полиции могут побить? Конечно, могут, господи, вы же вопросы какие-то дурацкие задаете. Конечно, могут. Почему? Вот. И это тоже отдельная вещь, с которой очень нужно работать. Так пыток-то стало меньше. Пытки стали менее жестокие. Вот в тех регионах, где мы работаем, мы можем это точно сказать. Когда мы начинали работать в Нижнем Новгороде, например, вот в первый месяц, когда я работала, к нам в офис принесли гроб с трупом. Человек умер в результате пыток. Ну, такого давно не происходило. Трупов было больше. Сломанных конечностей, переломанных позвоночников было больше. Травм, которые плохо совместимы с нормальной жизнью потом, было больше. То, что мы сейчас наблюдаем в Нижегородской области, уровень жестокости снизился. Количество пыток не снизилось. И оно еще очень долго не снизится, потому что это очень длинная цепочка. Сначала проблема отрицается, потом она начинает озвучиваться и всплывает на поверхность, становится как бы известно обществу. Чтобы преступление победить, его нужно сначала сделать не латентным, а потом уже добиться неотвратимости наказания за него. Но для этого нужна государственная воля, естественно. То есть общественники могут делать так, как делаем мы, но глобально, естественно, систему победить ни один общественник не может, ни один правозащитник. Но вот в тех регионах, где мы работаем, уровень жестокости, он, правда, снизился. А это люди стали добрее или они просто боятся наказания? Ну, я не знаю. Вон Стивен Пинкер пишет, что насилие снижается. Ну, у Стивена Пинкера, Лучше может, и снижается. Я думаю, что это некий все равно информационный фон, что за это можно понести наказание. Это наличие некой судебной практики все равно, что есть за это приговор. То есть если ты раньше точно знал, что тебя за это не накажут никогда, то у тебя руки развязаны, делай вообще все, что хочешь, гуляй. То сейчас все-таки про неотвратимость наказаний говорить нельзя, да, потому что 99% пыточных дел оказываются безнаказанными. Но, тем не менее, на некоторых отдельно взятых территориях, где есть люди, которые активно этим занимаются, все-таки люди, применяющие насилие, понимают, что может не пронести. И таким образом... Но комитет ликвидирован, и вы теперь, получается, без работы? На самом деле, мечта любого человека, который работает с пытками, это остаться без работы. Да? Не потому, что тебя тут разогнали метлой, а потому, что тебе больше не с чем работать. Нет, мы не без работы. Каждый из членов нашей команды имеет возможность продолжать работу как физическое лицо. Представитель потерпевшего. А жить на что вы будете? Во-первых, у нас есть фонд. И он функционирует, он никуда не делся, он не имеет доступа ни к какому иностранному финансированию, то есть это тот фонд, который продолжает существовать, его можно поддерживать. А люди, как команда, продолжают работу. Я не буду бросать... Даже если мне придется платить деньги за то, чтобы продолжать обращаться в Европейский суд, я буду это делать, потому что я не брошу это. Я буду вести эти дела до тех пор, пока это не станет абсолютно невозможным. Подождите, Оль, но теперь Россия вообще прервала всякие отношения с европейским правосудием, и ЕСПЧ нам не указ больше. Пока не указ. Но мы же не знаем, как меняется история. Вот, пожалуйста, на примере Греции. Греция во время правления греческой хунты 4 года была изгнана из Совета Европы. Потом она вернулась. То есть вы вот такой оптимист? Я вообще оптимист. У меня дочка 12 лет и сын 7. За них не страшно? У меня вообще проблемы со страхом. Не страшно. За детей тоже не страшно? Нет. Что значит страшно за детей? То есть, понимаешь, это можно я на «ты», да? Потому что можно на «ты». Страх за детей – это очень часто страх иррациональный. И на самом деле, что может с ними случиться? Что их похитят? Пока современная история России таких историй не знает. То есть, в принципе, надо же все-таки как-то основываться на реальности, когда ты говоришь о каких-то рисках, в том числе для себя. Мне не страшно, правда. То есть я понимаю, что, конечно, моя работа предполагает риск,
этот риск, который существует в первую очередь для меня, но в том числе может существовать для членов моей семьи. Но я не могу искусственно заставить себя бояться, а мне не страшно. Не могу ничего с этим поделать. А у вас в комитете есть какой-то, не знаю, райдер, да, на тему того... У нас есть протоколы безопасности. Есть, да? Да. То есть у нас есть ситуации, когда мы оцениваем риск. Если в какой-то истории мы понимаем, что риск велик, но в основном это, конечно, касается Северного Кавказа и Чечни. Мы можем эвакуировать сотрудника из региона, мы можем его переместить в безопасное место, поставить камеры слежения, нанять ему охрану. То есть мы очень ответственно относимся к безопасности своих сотрудников. Это очень важно. Да, но при этом о своей безопасности вы не заботитесь. Нет, почему не забочусь? Я забочусь о своей безопасности. Охрана, я не знаю. Были разные ситуации. То есть были ситуации угроз, допустим, да, и тогда были другие протоколы безопасности. У нас ведь, понимаешь, у нас есть такая история, что правозащитники – это люди, которые получают угрозы со всех сторон. То есть мы получаем угрозы от государства, мы получаем угрозы от каких-нибудь там, я не знаю, бандитов. И от наших заявителей мы тоже получаем угрозы. Потому что, вот, например, было вынесено Европейским судом решение по делу Елены Шапошниковой, потому что, значит, вот у нее муж погиб, а мы в результате нашего расследования установили, что его не убили в полиции. Ему не вовремя вызвали скорую, а на самом деле смертельную травму нанес ему совершенно другой человек до того, как он попал в полицию. И это настолько разозлило ее отца, что он целый год меня преследовал, угрожал меня сжечь прямо в машине, знал мой адрес. И, в общем, поэтому правозащитники – это такие люди, особенно если они как-то независимо работают, что ими недоволен никто. Что прямо сейчас должен сделать человек, который подвергается пыткам и находится либо в местах лишения свободы, либо в больнице, в детском саду, в школе, где угодно, но вот он каким-то образом узнал о нас с тобой, да, и он хочет, чтобы ты его защитила. Но это зависит от того, где он находится. Если он находится, допустим, в колонии, это одна история. А если он находится в детском саду и может сказать об этом там маме, другая история. А если его побили в полиции, и он сейчас на свободе, это третья история. Главное – это зафиксировать свои травмы. Главное сделать это быстро, желательно без промедления после того, как ты освободился из того места, где к тебе применяли насилие. Потому что вопрос доказанности очень важный. Мы никогда не верим на слово. Все врут. И заявители тоже врут. И очень часто они врут, чтобы избежать наказания, потому что их обвиняют в каком-то преступлении. И у нас были случаи, когда мы доказывали, что они врут, и против них возбуждали дела о клевете. Либо мы доказывали, что они не врут, и тогда, значит, мы утверждали, что пытки применялись. То есть обязательно зафиксировать травму. Если тебя пытают прямо сейчас, то, естественно, твоя единственная цель – пытки остановить, перестать сопротивляться, сказать то, что они просят, написать признательные показания. Ты потом можешь... То есть не проявлять героизм? Нет, он тебе не поможет. Героизм, он не помогает тому, кто находится в ситуации насилия. Героизм, он может помочь тому, кто с чем-то борется, да, условно говоря. Но вот тебе в моменте, если к тебе подключают клеммы, твой героизм не поможет. Никому, ни тебе, ни тому, против кого ты дашь показания или не дашь, потому что все равно они из тебя их добудут. Нет. Не надо призывать каждого человека быть героем. Каждый не должен быть героем, не обязан быть героем. Каждый должен быть в безопасности и защищенности, в сохранности. Не надо лепить героев. Это, кстати, очень такая советская традиция. Знаешь, слепить героя из каждого. Не надо. Герой – это совершенно такое редкое, непонятное явление. А героем тебе быть не надо. Тебе нужно избежать насилия, если оно к тебе сейчас в данный момент применяется. А если оно применено, то нужно постараться зафиксировать. Как можно быстрее. А да. Дальше? И идти. Ну, вообще надо идти к правозащитникам, потому что они тебе помогут написать заявление в Следственный комитет. Часто адвокаты к нам приводят заявителей, и мы работаем вместе с адвокатами по каким-то делам. То есть надо искать ту организацию, которая тебе поможет. Но надо понимать, что если ты никогда не интересовался правами человека, если ты никогда не поддерживал никакую правозащитную организацию, у тебя нет никакой гарантии, что в твоем регионе будут правозащитники тогда, когда тебе понадобится помощь. Жестоко. Но так оно и есть, понимаешь? Был американский адвокат, он основатель Американской ассоциации юристов. Он говорил,
что если ты хочешь бороться за свои права, должен начать с борьбы за права другого. Потому что так не бывает, что ты за свои права поборолся, их отвоевал, защитил, у тебя все хорошо, ты в домике. А если права других нарушаются, то это к тебе не имеет отношения. Нет. Несправедливость, которая свершилась где-либо, это угроза справедливости везде. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твои права не нарушались, ты должен бороться за права других. Это единственная гарантия твоей защиты. Так, может быть, высокий уровень толерантности к насилию в России связан с тем, что в России очень низкий уровень нетолерантности к нарушениям прав человека? Может быть. Ты не представляешь, сколько людей, которые применяли пытки и попали потом в колонию за то, что они пытки применяли, обращаются к нам за помощью, потому что они тоже оказались в очень неприятной ситуации. Они столкнулись с тем, собственно говоря, вот чем и занимались. Я знаю некоторое количество людей, которые были в комитете против пыток и ушли. И это было связано с тем, что они в какой-то момент пришли к мысли о том, что ничего не исправишь. А почему вы не ушли? 20 лет, все-таки большой срок, да? И как вы не выгорели? Ну, во-первых, я, правда, не выгорела. У меня никогда не было такой проблемы. Я думаю, что это просто некое сочетание черт характера, может быть. Я очень легко восстанавливаюсь. У меня нет такого состояния, что там плохо, ничего изменить, депрессия, еще что-то. Нет, нужно отдавать себе отчет и быть реалистом, что все ты изменить не сможешь, но что ты сможешь. Ты можешь спасти одну жизнь, 2, 3. Ты можешь улучшить качество жизни 10 людям, 50, 100. Если ты ставишь перед собой... Я даже не могу сказать, что нельзя ставить перед собой недостижимые цели. Да? Мы ставим перед собой недостижимую цель – искоренить пытки. Но вот честно... Недостижимую цель – искоренить пытки. В мире нельзя искоренить пытки. В мире нельзя мир избавить от преступлений. Это как в притче, знаешь, когда сын спрашивает папу: «Папа, а если все хорошие люди убьют всех плохих людей, останутся только хорошие?» «Нет, сынок, останутся только убийцы». Вот нельзя так сделать просто. Все хорошие не могут уничтожить всех плохих, они-то плохими станут. Это не работает. Когда я пришла работать в 2002 году, первые 6 лет я работала на мусорную корзину. У меня было ни одного приговора, ни одной компенсации, ни одного решения суда, ни европейского, ни национального. Я не могу сказать, как так получилось, что я не выгорела, хотя мы работали в условиях абсолютной безысходности. Переломный момент случился в 2006 году. Когда Европейский суд вынес решение по делу Алексея Михеева против России, это человек, которого пытали, и он на 10-й день, не выдержав пыток, выпрыгнул из окна. Пытали его потому, что заставляли сознаться в изнасиловании девушки, которая в тот день, когда он выпрыгнул, вернулась домой. Здоровая и не изнасилование. И претензий не имеет, да. Получилось очень, на самом деле, забавное стечение обстоятельств. 26 января Европейский суд вынес решение по делу Алексея Михеева, а 27-го Нижегородский суд вынес приговор в отношении тех, кто его пытал. Можно было же это все сделать раньше, можно было восстановить справедливость. То есть, понимаешь, опять же, когда мы говорим про пытки, мы говорим не только о том, что их быть не должно, мы говорим еще о том, что если они есть, у государства есть обязанность восстановить справедливость. И тогда оно не будет считаться нарушившим свои обязательства. То есть если это случилось, государство должно провести расследование и наказать виновных. И привлечь их к ответственности, и выплатить соразмерную компенсацию. И тогда получится, что нарушенные права, они как бы восстановились, в максимально возможном объеме. И вот в 2006 году случился переломный момент. Это до сих пор самое главное дело о пытках в полиции. Это прецедентообразующее дело. Не будет другого, потому что оно единственное первое, и на нем базируется вся дальнейшая практика по делам о пытках в полиции. И вот тогда что-то поменялось. Тогда начали расследовать, возбуждать дела, привлекать к ответственности. А до этого 6 лет результата не было никакого. Но был ли момент, когда у тебя наступило отчаяние, и ты поняла, что ничего нельзя исправить? Нет, я не умею отчаиваться. Ждала ли ты, что комитет признают иностранным агентом? Ну, конечно же, 4-й раз. Но мы же не дураки. Ну, мы, в принципе, же в реальности живем. Формальная причина какая? У вас есть иностранное финансирование? Мы не понимаем, какая формальная причина. Потому что никто про нее не говорит. То есть, понимаешь, как это происходит? Ты читаешь новости,
и в новостях пишут: Минюст сегодня признал Комитет против пыток иностранным агентом. Ты открываешь сайт Минюста, и все, что ты там видишь, это ты под номером, не знаю, там 8, Комитет против пыток. Дата создания и дата признания иностранным агентом. Все. У Комитета против пыток не было счетов. Это было общественное объединение без регистрации юридического лица. То есть не то, чтобы мы не получали иностранные деньги. Куда мы их можем получить, если счетов нету? Это как клуб любителей пения. Думал, ты сейчас скажешь пиво. Нет. Как ты видишь себе свою работу дальше? Ведь все-таки во многом она была связана со взаимодействием с международными организациями. Самое интересное происходит в районном суде. Поэтому мы продолжим ходить к следователям в районные суды и делать то, что мы можем делать. Да, у нас не стало очень важного инструмента. Ну, не знаю, будет ли тактичным это сравнение, когда у тебя нету обезболивающего, ты обезболиваешь пациента водкой, там, я не знаю. Ну, то есть все равно ты ищешь какие-то выходы из ситуации. Пока еще есть ООН, но ООН, конечно, это не Европейский суд. Такого уровня рассмотрения жалоб, естественно, не будет. Нашим приоритетом всегда была работа на национальном уровне. То есть в России есть организации, которые заточены на Европейский суд, были заточены. То есть есть какое-то дело, можно идти по двум путям. Можно формально исчерпать все, что тебе положено на национальном уровне, и побыстрее пойти в Европейский суд. Ну, потому что там есть надежда, да, на то, что дело будет независимо рассмотрено. А можно упираться до последнего и пытаться добиться справедливости на национальном уровне, и только твоим последним шагом будет обращение в Европейский суд. И вот это была наша стратегия всегда. Мы всегда пытались сделать максимально много и максимально долго протянуть дело на национальном уровне, и только нашим самым последним шагом был шаг в Европейский суд. И просто мы остались без последнего шага. Но этот путь у нас никто не отнимет. Мы имеем право ходить в суды, мы имеем право работать со следствием. Да, у нас нет права на последний шаг, но нам еще до этого последнего шага идти, и мы будем делать это и делать. Очень многие мои знакомые адвокаты говорят о том, что они, в принципе, потеряли веру в профессию, потому что довольно трудно защищать закон там, где царит произвол. И довольно трудно надеяться на суд, понимая, что суд не всегда принимает решения, исходя из закона, а часто он принимает решения по телефонному звонку. Мы находимся в немножко другой ситуации. Объясню почему. Ну, во-первых, правозащитники и адвокаты – это все-таки немножко разные профессии. Адвокат, он в любом случае скован позицией своего доверителя. Он не может пойти против нее. Он не может ее корректировать. Он скован позицией своего доверителя, потому что это такие правила адвокатской этики. Правозащитник ничем не скован. Правозащитник скован своей совестью, своими целями и своим пониманием того, как он должен вести свою деятельность. Вот у нас там в нашей команде есть определенный кодекс, по которому мы действуем. У нас есть кодекс этики, у нас есть правила, по которым мы работаем, у нас есть там 2-томник по общественным расследованиям, который мы придумали и написали. Это наши правила. Мы не скованы позицией наших заявителей. Более того, мы иногда в результате расследования выясняем, что они нам соврали. И вообще-то в отношении них тоже может быть возбуждено уголовное дело о клевете. Но это одно. Что касается судов. Что обычно адвокаты делают в судах? Они защищают от обвинения. И, естественно, если дело безнадежно, если человека хотят посадить, ты там, в общем, как на британский флаг не порвись, ты все равно ничего не сможешь сделать. Ты можешь как-то нивелировать, допустим, меру ответственности. Да? Там у тебя будет не 7 лет, а 5 лет. Мы находимся в другой позиции. Мы представляем потерпевшего, то есть при попадании дела в суд мы на самом деле находимся на стороне обвинения. А оправдательных приговоров у нас в Российской Федерации меньше %. Поэтому если наше дело попадает в суд, с ним уже ничего не произойдет, понимаешь? То есть мы на другой позиции, мы с другими вводными. Наша борьба не в суде. Адвокат борется в суде, отстаивая своего подзащитного. Мы в суде нападаем, потому что мы представляем потерпевшего. Мы действуем вместе с обвинением. Но мы боремся, чтобы дело дошло до суда. Вот это самая сложная борьба. Потому что это занимает год, 2, 3, 5, 15 лет, чтобы дело попало в суд.
У нас есть дело, которое попало в суд 15 лет спустя, после того, как человек заставлял потерпевшего выкапывать себе могилу и в нее ложиться. Что пытался добиться? Признательных показаний. Какое наказание понес? Так, мне бы не соврать, по-моему, 7 лет лишения свободы. Бывший мэр Нижнего Новгорода. Правозащита – это только в России такое вот, дело очень сильных духом людей и таких людей слегка экзальтированных, скажем так, аккуратно. Сумасшедших? Я этого не говорю. Но нужно обладать все-таки определенной степенью пассионарности, чтобы пойти в правозащиту в России. То есть нужно очень сильно верить в... Ну, а в правозащиту в Тунисе не надо обладать, надо, там еще страшнее. А в правозащиту в Ливане не надо, надо. То есть не только в России это надо. У меня есть прекрасные коллеги из Турции. Ты не представляешь, сколько моих друзей и коллег в Турции сейчас сидят в тюрьме. Ты так радостно об этом рассказываешь. Я не радостно рассказываю. То есть я горда, то, что у меня есть такие коллеги и друзья, но это не российская история, это мировая история. В Индии люди, которые борются с пытками, это фигуранты уголовных дел, они не выездные. Бангладеш – то же самое. Ты знаешь, я сейчас скажу, конечно, что это была смешная история, она на самом деле очень грустная. Мы один раз собирались... Есть такая большая международная организация, называется Международный реабилитационный совет для жертв пыток, где члены этой организации развивают методы реабилитации и методы фиксации медицинских, значит, и психологических последствий пыток. И у нас один раз был симпозиум в Мексике. Мы туда приехали, там было очень много местных мексиканских правозащитников, там были спецдокладчики ООН, и на каком-то, значит, там круглом столе к моей коллеге из Мексики говорят: слушайте, а у вас вообще, вот как дела с безопасностью правозащитников? Вот там похищают вас, пытают, задерживают. Он говорит: нет, вы что, нас не пытают? Да что вы такое говорите? Нет, нас не пытают, не похищают. И такая радостная сидит, сарафан у нее еще, я помню, с подсолнухами был. И они на нее так загадочно смотрят, говорит: а что же происходит у вас? Новости-то плохие. Нас разубивают. И, понимаешь, как бы нельзя... То есть если ты не можешь с какой-то долей юмора и легкости, и спокойствия относиться к тому, в чем ты работаешь, ты сойдешь с ума, тебе не надо там работать. Ты уходи тогда куда-нибудь в другое место. А если ты можешь адаптировать свою психику к тому уровню угроз, с которым ты работаешь, ты можешь и шутить там над чем-то. Естественно, наши шутки иногда циничные, потому что мы много чего страшного увидели в своей жизни. Но если твоя психика не может адаптироваться, то тебе не надо этим заниматься. А если она может, то на самом деле, да, тебе есть иногда над чем пошутить, даже над этим. Сейчас, когда ограничены очень серьезно все институты независимых СМИ, когда очень серьезно ограничена свобода слова, и когда люди вообще боятся, что бы то ни было от себя сказать, они, скорее всего, будут бояться еще и жаловаться на правоохранительные органы и на силовые структуры. Ожидаешь ли ты вообще в целом снижения обращения количества? Я не думаю, что будет снижение количества обращений. Может быть, будет какое-то кратковременное желание властей показать, что мы без Европейского суда сами можем. И не потому, что люди захотят бороться с пытками, а потому что захотят продемонстрировать. Мы и без Европейского суда сами можем наладить, и количество показателей в палочной системе по делам о пытках, оно просто будет увеличено. То есть будет задана другая планка, чтобы было дело о пытках побольше. Мы же сами теперь можем расследовать, нам же Европейский суд никакой не нужен. Это может произойти, может не произойти. Очень трудно искать логику там, куда ее никто не положил. Поэтому может быть все что угодно. Я не думаю, что количество обращений будет как-то серьезно снижаться в ближайшее время. В том числе потому, что мы не только расследуем, мы еще и оказываем медицинскую и психологическую помощь. То есть человеку некуда пойти, и ему некуда обратиться за помощью в связи с тем, что он пережил пытки. Его никто не знает, как лечить, с ним никакой психотерапевт не знает, как работать, либо он стоит очень дорого, а обычно у людей нет на это денег. Вообще, восстановление справедливости – это очень дорогая история, и, естественно, люди будут приходить туда, где им могут помочь бесплатно.
Люди, которые сейчас вернутся с войны в Украине, это люди, многие из которых сталкивались уже с пытками. Они или сами пытали, или их пытали. Это тоже люди, с которыми вы будете работать? Мы работаем с любыми людьми. Мы работаем с любым человеком, который скажет, что он пострадал от пыток. Кто вообще регулирует количество пыток на войне? Окей, даже если она называется спецоперация. Никто не регулирует. Количество пыток вообще никто не регулирует. Кто этим занимается? Пытками? Опять же, то есть если мы возвращаемся к понятийному какому-то аппарату, то этим занимаются представители государства, агенты государства. Да? И мы можем говорить, что это и военнослужащие, если мы говорим о мирном времени. Это вообще может быть кто угодно. Это может быть воспитатель детского садика. У меня есть дело, где применяли пытки 4-летнему ребенку в детском садике в Санкт-Петербурге. То есть не надо думать о том, что это что-то где-то далеко от нас. Это в твоем дворе, в твоей школе, в твоем детском саду. А что от него хотели? Он просто плохо себя вел. Это ужасное дело. Мальчик до сих пор не восстановился. Ребенку было 3,5 года. Он был просто гиперактивный ребенок. И его пытали. Ему заклеивали рот скотчем, его заставляли весь тихий час стоять в трусах с поднятыми руками. Его привязывали скотчем к раскладушке, пока дети уходили гулять, и ставили в кладовку с крысами. Это делали взрослые люди? Это делали взрослые люди, воспитатели в культурной столице Российской Федерации. У вас на каждом этаже есть по загончику с вот таким огромным количеством папок. Сколько вообще всего дел? Несколько тысяч. Каким ты гордишься? Я на самом деле горжусь делом, которое ничем хорошим не закончилось в плане решения Европейского суда. Я горжусь тем делом, где удалось спасти человека. У нас было дело чеченское. Человека, которого зовут Мурад Авриев. Он сейчас живет во Франции. Он чемпион мира по боям без правил, ММА-файтер. Он подвергался пыткам. Он долгое время жил не в России и приезжал в Россию только делать визы, чтобы ездить участвовать в соревнованиях. И в какой-то момент он опять понадобился кадыровцам. Его похитили на территории России и должны были доставить к Кадырову, видимо, чтобы там, как у нас принято, извиняются на камеру, еще что-то нехорошее с человеком происходит. И нам удалось его спасти. То есть с человеком ничего не случилось. Вы дружите сейчас? Мы друзья на Фейсбуке. Я не вижу смысла дружить с заявителями. Дружить и иметь хорошие отношения – совершенно разные вещи, да, то есть я знаю, что всегда, если ко мне кто-то из них обратится, я им помогу и имею некоторую надежду, что если я к ним обращусь, они мне тоже не откажут в помощи, но дружить нет. Бывает, что человек, которому вы помогли противостоять пыткам, потом начинает помогать кому-то еще? Да, это не часто, потому что ресурсы организма конечны, и они очень серьезно исчерпываются, когда человек подвергается насилию. Но есть люди, которые из жертв, на мой взгляд, стали героями. Вот то дело, про которое я тебе рассказывала, про мальчика из Санкт-Петербурга, его мама, когда его применяли к нему насилие, в детском садике, когда его пытали, его мама на тот момент работала маляром. Она, выяснила, что с ребенком происходит что-то не то. Ребенок очень серьезно пострадал. Она стала его защищать. Она стала добиваться того, чтобы возбудили уголовное дело. Естественно, ничего не получалось. Ей отказывали. Вы там фантазируете. Вообще дети вообще ничего не могут рассказать, как бы их не надо слушать. И под впечатлением всего этого она поняла, что только она сможет его защитить. Она поступила на юрфак, закончила юрфак. И сейчас она очень хороший адвокат в Санкт-Петербурге. Причем часть дел она ведет пробона, именно тех дел, где нужна помощь бесплатная. Обалдеть. Более того, у нас есть вообще заявительница, которая сама подвергалась насилию и пыткам. Мы работали по ее делу. Мы добились того, что те, кто ее пытали, сели. И эта женщина тоже окончила юрфак, стала адвокатом. Это одна из самых смелых адвокатесс, с которой мы сейчас работаем. Она работает в Чеченской Республике. То есть она вообще бесстрашная? Она бесстрашная. Она просто с ноги вышибает дверь в каком-нибудь гудермесском РОВД и говорит: ну-ка, покажите мне его. А это как, это благодарность или это понимание того, что все-таки можно победить насилие? Я думаю, что это понимание собственной силы, собственного ресурса. То есть ты смогла пережить или смог пережить этот опыт, и у тебя есть силы
с этим бороться, двигаться дальше. Ты понимаешь, что переживают другие, и тебе хочется им помочь. И мне кажется, что в России очень много бессмысленной жестокости. То есть жестокости, у которой нет цели, ни признания, ни закрытия дел, ни получения погонов, а просто потому, что могу. Во-первых, не только в России. То есть пытки – это не только русская такая… Нет. Пытки – это никакое не российское ноу-хау. Россия страдает от пыток, в ней их много, но Россия – это не та страна, в которой их больше всего. Очень мало стран в мире в принципе практически избавились от пыток. И пытки – это проблема 99% стран на самом деле. В Штатах распространенность, жестокость и уровень насилия ничем не отличается от российского. Мы вообще очень похожи. Уровень насилия в тюрьмах в Штатах огромен. Количество дел полицейского шутинга огромно. Я, когда преподавала полгода назад в Штатах, я общалась с человеком, он написал книгу, она называется «Torture Letters». Это письма жертв пыток. Это письма людей, которые пережили пытки в полиции Чикаго в последние 20 лет. Жесточайшие пытки. Никто не понес наказание, точно так же, как в Нижегородском ГУВД. Это правда, что когда ты преподавала в Америке, ты специально свой курс сконструировала таким образом, чтобы в нем не было ни одного российского кейса, и все кейсы были бы американскими? Нет, это неправда. Там были российские кейсы, потому что иногда это самые видные кейсы, на которых можно показать пример пыток. Но поскольку Штаты находятся не на европейском континенте, есть Межамериканский суд по правам человека, то, конечно, интереснее использовать их кейсы, несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки не подсудны Межамериканскому суду по правам человека и не подписали Межамериканскую конвенцию. Но, тем не менее, он выносит решения в отношении Коста-Рики и других государств. Ими можно и интересно пользоваться, но я конструировала свой курс, он был про человеческое достоинство и пытки. И я говорила там в том числе о том, как важно иметь наднациональный инструмент контроля и защиты прав человека любой стране, даже если она утверждает, что она самая демократическая страна в мире. Внешний контроль всегда важен. И я пыталась привлечь внимание к тому, что почему-то у Соединенных Штатов нету этого контроля. Ни один орган ООН не имеет права рассматривать индивидуальные дела в отношении Соединенных Штатов. Соединенные Штаты не подконтрольны Межамериканскому суду по правам человека, не подписали, не ратифицировали Межамериканскую конвенцию по правам человека. То есть если у нас есть возможность, была возможность хотя бы просто пожаловаться в Европейский суд, то если тебя пытают в Америке, тебе пожаловаться некуда? Нет. Уровень насилия и уровень толерантности к насилию в Америке и в России сопоставим? Я бы сказала, что уровень насилия сопоставим, а уровень толерантности нет. А как так? Когда самолет падает, он падает не по одной какой-то причине, а по ряду причин. На самом деле это очень большое количество причин, которые нужно анализировать. Это антропологические причины, это социальные, психологические. Уровень нетерпимости к насилию в Штатах выше. При этом уровень насилия, он тоже чрезвычайно высок. Да? В карамельках это не померяешь, конечно, но в принципе, наблюдая 20 лет за разными странами, потому что я работаю еще в международной организации, я вижу, что между нами нет особой разницы в том, что касается насилия в местах лишения свободы, в том, что касается полицейской жестокости. Есть ли хотя бы одна страна в мире, где с помощью правозащитников удалось поменять отношение к пыткам и удалось поменять количество применяемых пыток? Прекрасным примером, допустим, могла бы служить Голландия и скандинавские страны. Например, в странах Скандинавии до 70-х годов была очень распространена карательная психиатрия. То есть людям вскрывали череп, чтобы излечить их нетрадиционную сексуальную ориентацию, например. Скандинавские страны вообще очень серьезным образом страдали от алкоголизма, и к алкоголикам достаточно часто применялось насилие в полиции. Сейчас мы, в общем, знаем, что скандинавские страны достаточно благополучны. И это произошло в том числе, потому что правозащитники взрастили этот запрос от общества на минимальную толерантность к насилию. В Голландии этим вопросом очень долго занималась Международная амнистия, например. И в какой-то момент
количество насилия, потому что полиция стала отвечать на запросы, да, и взаимодействовать с правозащитниками, количество насилия в полиции снизилось настолько, что эти люди перестали работать делами о пытках, они стали преподавать стандарты прав человека. То есть это было движение навстречу. Это было движение земли, так скажем, да, активистов, правозащитников, которые говорили о жертвах пыток от их лица. Это был сформированный запрос у общества, что мы не хотим больше вот так вот жить. И это был адекватный ответ со стороны власти. Окей, мы тоже не хотим, чтобы мы все вот так вот жили. То есть некий консенсус. Да. А в России нет ничего, кроме вашего желания и большого страдания, которое не всегда выражается в том, что люди к вам приходят. Да. То есть у вас нет как минимум 2 из 3 необходимых частей. Да. Но это не значит, что их никогда не будет. История Заремы Мусаевой. Считаешь ли ты, что вы что-то не успели, что-то не доделали, и вот поэтому так все обернулось? Да, я думаю, что да. Ну, во-первых, мы не успели их вывести. То есть, условно говоря, если бы люди были вывезены в другую страну, этого бы не произошло. Мы не успели сутки. Сутки. То есть нельзя же просто так уехать, да? Ты должен ехать куда-то. С семьей у нас были переговоры, они не были готовы ехать куда угодно. Ну, то есть, условно говоря, мы можем же вывезти из России в ту страну, куда не требуется виза. Но была окончательная цель, что люди хотели попасть в определенную страну, где они сейчас находятся в убежище. Чтобы это организовать, требовалось время и очень много документов, и согласие страны принять их в качестве беженцев и дать им гуманитарные визы. На это потребовалось больше времени, чем мы все рассчитывали, и поэтому мы не успели, да. Получается, что вы не смогли им объяснить степень опасности, которая им угрожает, или они ее не понимали? Ну, одно связано с другим. Я думаю, что степень опасности все примерно оценивали одинаково, но отношение к этой опасности может быть разным. Всегда же кажется, что вот чуть-чуть успеем, но вот еще завтра ничего не произойдет. Ну вот сегодня же ничего не произошло, значит, завтра будет таким же. И я думаю, что проблема была здесь в этом. Мы не успели, мы не настояли, люди, опять же, не оценили. Мы же не можем силой вывести, да? Мы же не можем человека взять и насильно вывести из страны, сказать, что нет, знаешь, мы считаем, что тебе грозит опасность, поэтому мы тебя сейчас вот пакуем и вывозим из России, а там потом разберемся. Но в итоге ее насильно вывозят... В итоге ее насильно вывозят в Чечню, да. Что сейчас, если я правильно понимаю, по постановлению Европейского суда должны отчитываться о состоянии ее здоровья регулярно? Да, это выдающееся решение Европейского суда, выдающийся шаг. Это огромная работа юриста, которая работала по этому делу. Вообще Россия каждые 2 недели обязана предоставлять Европейскому суду информацию о том, значит, вот в каком состоянии она находится, состояние ее здоровья, что с ней происходит, какие медицинские процедуры проводятся и все такое прочее. Но Россия сказала, что сейчас она уже никому ничего не должна, в особенности Европейскому суду. Поэтому, конечно, всю информацию мы узнаем через адвокатов, от следователя, от каких-то там родственников, которые ей покупают лекарства, потому что государство ей не предоставляет достаточных медикаментов, необходимых медикаментов. Потом она проходила очень дорогостоящее лечение в Нижнем Новгороде, которое мы оплачивали от диабета. Конечно, таких лекарств ей там уже никто не покупает, потому что это очень дорого. Значит ли, что сейчас с Заремой может произойти примерно все, что угодно, и за это никому ничего не будет? Да. То, что с ней происходит, это пытки? Это не оказание медпомощи. Зависит от последствий. То есть сейчас это точно жестокое обращение, бесчеловечное обращение. Деэскалируется ли это до пыток? Это вопрос может. А в этой ситуации ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать? Ну, в этой ситуации я могу продолжать делать то, что я могу. И иногда это имеет накопительный эффект и приносит свои плоды, потому что, во-первых, дело Заремы Мусаевой, оно не только в Европейском суде находится. Мы работаем еще с ООН. Есть рабочая группа по насильственным похищениям, которая занимается. Есть спецдокладчик по пыткам ООН, есть спецдокладчик по правозащитникам, так как
Она родственница человека, который работал в комитете против пыток, и на тот момент спецдокладчик по правозащитникам был задействован. Это некие там коммуникации на международном уровне, это некая торговля, которая будет происходить. Всегда можно что-то делать, но всегда нужно понимать, что несмотря на то, что ты делаешь все и еще немного больше, это не обязательно спасет человека. И в деле Заремы Мусаевой мы видим, что во-первых, мы видим, что она жива, да, ей дают шанс получить какую-то медицинскую помощь, но есть дело, в котором мы не спасли человека, его убили. Дело Салмана Тапсуркаева, по которому вот недавно было вынесено решение Европейским судом. Мы знаем, что он погиб. Он не выжил, мы пытались его спасти. И когда человека похищают, и начинается вот эта вот бессонная работа, да, потому что тебе нужно постоянно производить коммуникацию с Европейским судом, пытаться выцарапать, значит, человека, собрать доказательства, пока они не пропали, потому что ты должен знать и ты должен сказать. Мы не можем себе позволить говорить что-то, да? Мы должны говорить, что мы знаем, что вот здесь его похитили, его посадили в эту машину, вот эти люди, они здесь проехали, они въехали в эти ворота, и здесь связь оборвалась. Вот мы должны восстановить эту картину, и мы эту всю картину восстановили, мы собрали всю эту информацию, но, к сожалению, это не помогло. То есть мы точно знаем, что он погиб, и даже тех пыток, которые были записаны на видеокамеру, когда его сажали на бутылку, это уже достаточно, да, чтобы утверждать то, что его пытали. Но этого человека мы не смогли спасти. Но мы смогли спасти, например, Максима Лопунова, который точно так же был похищен, и, к счастью, он жив. Ощущение, что вот в Российской Федерации есть территория беззакония, на которой практически никто ничего не может сделать. Это Чечня. Да. Оно есть, да? И никуда не девается. Это не ощущение, как бы это факт есть, это такое обстоятельство есть, да. Да, оно никуда не девается, оно усиливается, и причем как бы это сосуд, который переполняется, и вот это вот беззаконие, оно будет разливаться по всей территории Российской Федерации рано или поздно. Потому что с чего все началось? Сначала было возможным похищать людей на территории Чеченской Республики. Потом стало возможным похищать и убивать правозащитников, которые помогают похищенным людям на территории Чеченской Республики. Потом стало возможным сажать правозащитников, подкидывая им наркотики, потому что они помогают людям. Потом стало возможным похищать их из соседних регионов, как случилось с Салманом Тапсуркаевым. А потом это стало возможно везде, как мы видим с Заремой. И как мы видим с братьями Магомадовыми, это не наше дело, но это чеченские братья, которые тоже были похищены из Нижнего Новгорода. Никто не защищен. Теперь мы превращаемся в территорию беззакония, которая выплескивается вот с территории Чеченской Республики. То есть это поступательный шаг. Это можно? Ага, можно. Пойдем дальше. Это можно? Ничего, значит, по шапке нам не прилетело? Можно. Давайте дальше. То есть Чечня не подсудна вообще никому, получается? Мое впечатление, что нет. Это абсолютно параллельная вселенная какая-то. Параллельная реальность, да. А любой правозащитник, который так или иначе пытается действовать на территории Чечни, он находится в не красной, в бордовой зоне риска. Да. Наши юристы уже несколько лет не работают в Чечне, находясь там физически, потому что это просто небезопасно для жизни. У нас был там офис, нашу машину сожгли. Один раз наш офис сожгли, второй раз наш офис разрезали болгаркой и разгромили, а люди прыгали со второго этажа из окон, потому что они должны были спастись, мы получали угрозы. Сейчас физически никакого офиса в Чечне больше нет, потому что это невозможно, да, у тебя его сжигают, потом ты его 3 месяца ремонтируешь, потом неделю работаешь, потом тебя опять его сжигают. Это очень непрактично хотя бы с такой точки зрения. И мы переехали, у нас офис находится в Пятигорске, мы работаем по делам из Чеченской Республики, но там, понимаете, тоже ведь не дураки находятся, да? Одно дело давить на правозащитников, а мы производим очень много шума, когда они на нас, значит, давят. То есть мы начинаем жаловаться, там, ООН, Европейский суд, спецдокладчику какому-нибудь, там, комиссару по правам человека Совета Европы. Гораздо выгоднее пугать тех, кто может обратиться, потому что если к нам никто не приходит, нам не с чем работать. И, конечно, сейчас обратиться к правозащитникам за помощью в Чечне – это смертный приговор. И человек может себе позволить это сделать только если он может покинуть территорию республики.
И мы таких вывозим. А это значит, что пытки в Чечне безнаказаны по факту? Да. Ну, пытки вообще в России безнаказаны, да, там по факту. Потому что если за пытки к ответственности привлекается там в пределах 10% от существующего количества дел, это тоже безнаказанность. Потому что если только 1 из 10 наказывается, ни о какой неотвратимости наказания нельзя говорить. Но там, да, то есть там это тотальная безнаказанность, приговоров по делам о пытках в Чечне не было много-много лет. Какие у вас отношения с Каляпиным? У меня лично? Да. Хорошие. А я правильно понимаю, что Игорь больше не занимается комитетом? Игорь больше не занимается комитетом, как руководитель. Ну, во-первых, комитетом сейчас никто уже не занимается. Ну, я понимаю, теперь это называется команда, да? Да, команда осталась. Игорь не был выбран председателем на очередном собрании в декабре прошлого года и перестал руководить. Почему? Я думаю, что у каждого, кто голосовал за нового председателя, есть на это свой ответ. То есть у каждого была какая-то своя причина. Но вообще, если говорить в целом, то мы как бы правозащитная организация. Мы как бы управляемся демократическим путем. Мы говорим, что мы ценим принципы демократии. А какой главный принцип демократии? Сменяемость власти, на мой взгляд. И это не потому, что предыдущий плохой, а потому что сменяемость власти – это гарантия развития и движения вперед. Вот это, наверное, самый, мне кажется, точный ответ будет на этот вопрос. Не потому, что кто-то плохой, а другой хороший, а потому что, в принципе, если мы утверждаем, что мы организация, управляемая демократическим путем, этот демократический путь в том числе предполагает сменяемость власти. Но правильно я понимаю, что внутри комитета против пыток, который теперь команда против пыток, произошел некоторый конфликт? Я бы не назвала это конфликтом, то есть было некое недовольство сотрудников тем, что в какие-то моменты их голос либо не слышали, либо не принимали во внимание. Каждый человек, который является членом нашей команды, имеет право принимать участие в управлении организацией. И они посчитали, что их голос будет слышнее и лучше будет учитываться с новым председателем. А чем Каляпин сейчас занимается? Ну, Каляпин до сих пор член Совета по правам человека, и мы с ним в этом качестве сотрудничаем. Он до сих пор член общественно-наблюдательной комиссии за местами лишения свободы, то есть Нижегородской области. Он имеет доступ в СИЗО, в колонии. И по нашим делам, где нам нужно, чтобы человек сходил и встретился с кем-то в СИЗО или в колонии, мы тоже к нему обращаемся. Он является членом нашей команды. И он в любой момент может вернуться и сказать: я хочу отдельный проект, я хочу заниматься вот этим. И он придет и будет этим заниматься. А пока не хочет? Я думаю, что человек вложил так много сил и здоровья, и вообще всего в комитет, что достаточно естественно, что ему нужна пауза и отдых. Вот я его прекрасно понимаю. Ну, ты бы хотела паузы и отдых? Ну, я думаю, что к тому моменту, когда я буду его ровесницей, да. Так пошел иджизм еще. Ну, нет, это не иджизм, то есть это количество лет, которые ты в этом проводишь. Ну, 6 лет тебя больше провел в этом. Ну, на самом деле у меня был отдых. Я на полгода уезжала в Штаты, где я преподавала. У меня была совершенная смена деятельности. То есть я могла себе позволить заниматься другим, я могла себе позволить заниматься тем, чем мне интересно, тем, чего меня лишили здесь, в России. И да, это был в том числе отдых. То есть я могла себе это позволить, я это хотела, и я это получила. 24 февраля 2022 года для огромного числа россиян это точка невозврата. И очень многие в этот момент принимают для себя решение покинуть страну. А какие у тебя мысли в этот день? А я в этот день была в Женеве и приняла решение вернуться. Почему? Ну, потому что это моя страна. Я слышала такую очень интересную точку зрения о том, что те, кто остались, или те, кто, наоборот, приехал после этого, это люди, не боящиеся ответственности, да? Потому что, ну, все-таки так или иначе, находясь на территории государства, которое напало, ты соучаствуешь. Ну, я же плачу налоги. Ну да. А что ты по этому поводу думаешь? Я считаю, что нужно разделять вину и ответственность. От ответственности я никогда не бегу. Что мы не сделали, что мы не доделали, что мы не так сделали, чтобы позволить этому случиться?
Я считаю, что на самом деле максимальная ответственность лежит на нашем поколении. На поколении тех, кому сейчас 40 лет. Это люди, которые в начале 2000-х были еще достаточно молоды, чтобы у них была энергия, и уже достаточно образованы, чтобы понимать, что что-то не так. А мы занимались зарабатыванием денег, путешествиями по миру. То есть холодильник, он победил для нас. Я думаю, что вот эта вот история к этому и привела. То есть мы первое поколение, которое выросло уже не в Советском Союзе, и перед нами открылось огромное количество возможностей вне страны. И внутри страны открылось очень большое количество возможностей. И мы были так ошеломлены вот этой вот волной нового, что мы забыли посмотреть под ноги то, на чем мы стоим. И вот, пожалуйста. То есть я считаю, что это абсолютно ответственность того поколения людей, которым в начале 2000-х было там вот от 18 до 25. Это мы это сделали. Очень интересная штука, что чем дальше от Москвы там, или Петербурга ты отъезжаешь, тем меньше вообще люди там готовы говорить о войне в Украине, тем меньше знаков каких-то об этом и поддерживающих, и протестующих. И как будто бы тем меньше это касается всех. В Нижнем вообще какое ощущение по поводу этого? Ну, в Нижнем как будто ничего не происходит. У нас, я бы вообще не сказала, что я наблюдаю какую-то милитаристскую символику в городе, что меня, конечно, радует, потому что чем меньше милитаристской символики, тем лучше. Я не могу сказать, что это как-то особо обсуждается. Есть достаточно активное движение в Нижнем. Ну, вообще Нижний достаточно долгое время является столицей стрит-арта России. И люди, которые занимаются уличным искусством, потому что уличное искусство, искусство граффити, оно очень часто протестное искусство. И вот этого очень много. У нас есть такая штука, которая называется «маленький пикет». Это люди, которые ходят и расставляют какие-то маленькие фигурки, флажочки, символы везде, значит, по городу, и они очень, много из них, они антивоенные. Есть люди, которые вытаскивают кирпичи, и вместо этих кирпичиков вставляют такие вот, знаешь, как кукольные домики из картонных коробок раньше были, вот тоже, значит, какие-то эти вещи. Много каких-то граффити появляются, которые тоже там «нет войне», против, там, «призываем к миру» и прочее, прочее. То есть вот эта вот протестная вещь уличного искусства, она здесь очень развита. То есть этот протест на улицах, на стенах домов, он выражен, его видно, но мы все живем в своем информационном пузыре. Мы не изучаем общественное мнение и по этому поводу, да, мы изучаем общественное мнение обо всем, что касается пыток, да, принятия пыток, как общество относится к ним, как оно оправдывает, не оправдывает. То есть вот здесь мы проводим исследования. Но вот так вот визуально, да, в городе ничего не изменилось, но и нету вот этого военно-патриотического угара, да, который вот наблюдается в других городах. Я думаю, что кейс Украины, он настолько всех потряс еще и потому, что мы впервые видим войну очень близко в своих телефонах, и все, что там происходит, ну, практически в режиме прямого эфира до нас доходит, в том числе и пытки. И вот эта обыденность, с которой одни люди пытают других, она тоже поражает. Ты ожидала такого количества пыток? Ну, я была свидетелем Чеченской войны. Для меня никакой новости здесь нету. Когда шла Чеченская война и не было, видимо, телефонов, где можно было рядом это посмотреть, комитет против пыток работал уже, и прекрасно было понятно, что там происходит. За последние сотни лет на планете не было ни одного дня, чтобы где-то не шла война, кого-то не пытали, не насиловали. Ничего из ряда вон выходящего не происходит. Просто каждый человек эгоист, и он обращает внимание только на то, что имеет отношение к нему лично. То, что происходит у него рядом. Тунис, Кения, Ливия. Вот это я все видела, да, потому что это предполагает часть моей работы. Но в России как бы люди вообще не в состоянии принять, да, что там солдаты из Бучи, солдаты из Ирпеня, русские солдаты, которые там совершали преступления, что это там наши соотечественники, что мы ездим с ними в автобусе, сидим с ними в метро, в поезде, неважно, в самолете, что они ходят здесь по улице рядом, что как будто бы таких людей не может просто быть.
Да нет, может, конечно. Те люди, которые возвращались с чеченских войн, это то же самое, та же самая история, когда ты с войны несешь насилие к себе домой. Ну, от того, что они примут это или не примут, ничего на самом деле не изменится в поведении тех, кто возвращается. А мне кажется, изменится, если ты принимаешь и понимаешь, что вот вернулся человек с войны, да, который там творил и видел довольно ужасные вещи. Он вернулся измененным. Если общество об этом знает и знает о чеченской войне, а не как общество, которое прожило в домике столько лет, оно начинает с этим человеком как-то так работать, чтобы на нем это насилие остановилось. Одно из другого не вытекает. То есть, если они даже будут отдавать себе отчет в том, что это происходит, не факт, что с этим кто-то что-то будет делать. Я могу сказать, что вот после чеченских войн единственными людьми, которые работали с участниками военных операций в Чеченской Республике, они тоже ведь с ПТСРом приезжают, они ведь тоже раненые этой войной. Это их не оправдывает, но осуждаем ли мы их или не осуждаем, это совершенно не важно, потому что результат все равно один. Они это тащат с собой домой. И единственными людьми, кто качественно работал с лицами, вернувшимися вот с такого рода конфликтов, это были правозащитники, это были гражданские активисты. Люди занимались психологической реабилитацией, в том числе тех, кто вернулся и кто нес насилие. Их ресурсов было абсолютно недостаточно, естественно. Они проработали с какими-то небольшими группами. Но это единственные люди, которые были хотя бы в этом заинтересованы. А потом эти люди возвращаются, они не находят себе места, они идут работать в систему исполнения наказаний, приходят в колонии СИЗО и продолжают применять это насилие. Кто сейчас будет заниматься с военнослужащими? Я понятия не имею. Комитет против пыток работает с жалобами о применении пыток. И если к нам поступают жалобы о применении пыток на территории Российской Федерации, мы, конечно, будем работать с теми жалобами, которые к нам поступают в тех регионах, где мы работаем. То есть если к нам такие дела придут, естественно, мы будем работать и по таким делам. Оля, нескромный вопрос. Ты замужем? Нет, я в разводе. Значит, когда ты приходишь домой с работы и рассказываешь дома за семейным ужином о том, чем ты занимаешься на работе, приходится ли тебе очень сильно выбирать то, о чем рассказывать, а о чем не рассказывать? То есть ты же не можешь рассказать там, дома, ну вот там такие пытки, сякие пытки, разнообразие пыток. Ну, вообще, я считаю, что когда приходишь домой, работу надо оставлять на работе. Ах, вот так? Да. Угу. Это раз. Потом я не считаю нужным про свою работу рассказывать в подробностях, потому что, ну вот цель этого какова? Поделиться? У меня на работе куча классных коллег, с которыми я могу поделиться, и они меня поймут с полуслова. Мне кажется очень важным не погружаться в это тотально. У меня нет практически друзей среди правозащитников. Все мои друзья занимаются абсолютно другими вещами. И я считаю, что это очень нездорово в этом жить. И именно поэтому многие люди выгорают. Это правда, что тебя выдвигали на Нобелевскую премию? Да. А как это вообще происходит технически? Меня не особо интересовал этот процесс, если честно. Я об этом узнала, когда уже вошла в шорт-лист из 10 кандидатов. Нас выдвигали втроем. Лену Милашину из «Новой газеты», Светлану Ганушкину, которая руководит гражданским содействием, и меня. А дали в тот год кому? 2 иранским правозащитницам. Было абсолютно не стыдно проиграть, потому что это был не Обама, не Европейская комиссия, не вот эти вот непонятные решения. Нет, это была абсолютно заслуженная Нобелевская премия мира, которая досталась другим людям. А ты хотя бы чуть-чуть себе представляла уже себя на этой трибуне, Нет. говорящей речь, нет? Нет. Никогда я такого не делаю, потому что я начинаю говорить, и слова сами приходят. Ты бы даже не писала себе Нобелевскую речь? О, обалдеть. Может, поэтому и не дали. Твои дети думают, что ты чем занимаешься? Ну, мой младший сын особо не вдается в подробности, чем я занимаюсь в силу своего юного возраста. А моя дочь, в принципе, знает, чем я занимаюсь, но она воспринимает это как работу адвоката, который помогает потерпевшим от насилия. То есть у нее это почему-то трансформируется в работу адвоката, ну, потому что, наверное, это более понятно. Она смотрит кучу сериалов про адвокатов, там «След» и все такое прочее. Вот. Но они знают, что я помогаю потерпевшим от насилия. Есть идея, чтобы это было семейной?
Я, если честно, не очень люблю вот такую историю. В моей семье нету никакой профессиональной преемственности. В моей семье все занимаются совершенно разными вещами и занимались. Я в отношении детей сторонник абсолютно одного, чтобы они выбрали то, что им к душе. Вот как я всегда хотела кем-то быть, и я им стала, вот я хочу, чтобы у них было то же самое. Мне вообще все равно, кем они будут, абсолютно. Ну, просто, как знаешь, есть преемственность у вохровцев, должна же быть преемственность у правозащитников. Не должна. Не надо отравлять детей своими флюидами. Они должны сами выбрать, что им интересно. У меня вот она ящеров выращивает, например. Пускай выращивает. Ящеров? Да. Ну, у нас такие маленькие ящеры. Дома живут? Да. Сколько? Пока они переехали к соседям, потому что у них роды. А когда вернутся, узнаем, сколько. Какой кошмар. Ну нет, это прекрасно. Они такие милые, они улыбаются. Это такая Чем вы очень их прикольная. кормите? Сверчками. Сами собираете? Нет, покупаем в магазине. Мне таксист единицу поставил, когда у меня сверчки сбежали в такси. Таксист поставил единицу? Да, мы просто ездили в Москву покупать этого ящера, и в комплект к нему мы купили 200 сверчков. А потом мы с ними поехали на вокзал, ну, потому что нам надо было ехать домой. И у нас плохо закрыли контейнер со сверчками, и они сбежали в такси. И таксист на нас очень громко орал, а я даже не нашлась. То есть я с ним была согласна, в принципе. Удивительно, что он у вас не Потом поставил единицу. Мы же почти подъезжали. Единицу поставил. Единицу поставил. И что, ты теперь не можешь такси вызвать? Ну, сейчас я уже как-то реабилитировалась в глазах сервиса такси. Но одно время мне было сложновато. Все отказывались меня везти. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю... Ой, ты знаешь, я вообще мечтаю о многом. Ну, во-первых, я мечтаю остаться без работы. Об этом мечтает любой нормальный правозащитник, чтобы вот его услуги больше не понадобились, и его работа стала не важна, потому что та проблема, с которой он борется, она решена. Слушай, я видела у тебя в машине корм для собак из приюта, поэтому я думаю, что если кончатся пытки у людей, ты непременно найдешь проблему с собак. Ну, не знаю. Тема с ящерами, опять же, не раскрыта. Да, тема с ящерами не раскрыта. Мало ли, что там у них творится. Да. Ну, на самом деле, я мечтаю, конечно, потерять работу, пойти преподавать. Я мечтаю поехать куда-нибудь одна и провести, я не знаю, месяц в полном одиночестве. Это недоступно пока. Не знаю, ты знаешь, я мечтаю как бы о разных вещах, о каких-то маленьких, о каких-то больших. Понятное дело, что мечтать о мире во всем мире очень, конечно, хорошая мечта, только недостижимая. Ну да, то есть главная мечта, если это касается профессиональной мечты, это просто остаться без работы. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость? Справедливость, установленная милосердным судом. Свобода или стабильность? Одно без другого не бывает. Мы столько лет устанавливали стабильность в России. Никакой стабильности нету. Мы ее не установили. Стабильности нету. Стабильность – это когда ты знаешь, что тебя ждет. Стабильность – это когда ты знаешь, что если ты попал в полицию, тебя не побьют. А если ты не знаешь, это не стабильность. Стабильность – это ты знаешь, что если ты пришел в суд, он будет справедливым, и он вынесет обоснованное решение по твоему делу. А когда ты не знаешь, какое он решение вынесет, потому что занесли ему или не занесли, это нестабильность. Стабильности нету. Сколько в России людей подвергается пыткам? 1/3 взрослого населения. 1/3? То есть вот нас здесь 6 человек. Смотри, как бы есть разные точки зрения. Мы проводили социсследования по этому вопросу, когда мы задавали вопросы людям, сталкивались ли они с полицейским насилием. И в 2009 году это был каждый 5-й опрошенный. Каждый 5-й опрошенный. При этом мы понимаем, что мы не заходили в тюрьмы, мы не заходили в армию, то есть мы не заходили в те институции, куда мы не можем зайти с социологами. 2 года назад мы проводили повторное исследование, каждый 10-й. Ну, то есть минимум 10% взрослого населения хотя бы раз в жизни подвергались полицейскому насилию. А почему ты говоришь 1/3? Потому что я считаю, что этот процент выше.
Я считаю, что когда мы говорим о пытках, это очень часто перекашивается в полицейское насилие. Туда совершенно не попадает насилие в медицинских учреждениях, в закрытых психиатрических учреждениях. Туда не попадает насилие в детских учреждениях и в школах. Ну, то есть в закрытых детских учреждениях и в школах. Правда или безопасность? Я не понимаю, почему нужно выбирать между двумя хорошими одно хорошее. Я выбираю все. Родина или истина? Истина, установленная справедливым судом на родине. Что с нами будет через год? Где мы увидимся? Где мы хотим увидеться или где у нас есть шанс увидеться? Давай реально. Реально? Я думаю, что на том же самом месте.